Сладкая картошка по-корейски. Сегодня будем готовить из сладкого картофеля блюдо, которое в Корее называется матан. Блюдо это, прям-таки скажем, не диетическое, хотя сама картошка сладкая весьма диетический продукт. Нам потребуется сладкий картофель в объеме 500 грамм. И мы можем что сделать? Мы можем либо чисто-чисто помыть картофель, использовать его для этого блюда вместе с кожурой, или же удалить кожуру, что я и делаю. Далее мы должны нарезать картофель. Для приготовления именно этого блюда нужно нарезать достаточно объемными большими кусками, не слишком большими, но и не маленькими, чуть больше среднего. Вот обратите внимание на то, как это делается. То есть для этого блюда картофель нарезается вот таким вот образом. Теперь мы должны нагреть растительное масло для жарки, где-то около 500 мл, но зависит от того, какую вы используете емкость. И как проверить, что масло нагрелось, просто положите туда один из кусков картофеля, и если масло зашипело, то все можно закладывать. И как долго жарим? Как только картофель позолотился, то мы уменьшаем огонь и жарим картофель где-то в общей сложности около 5 минут. Периодически помешивайте картофель, удобно делать это азиатскими деревянными палочками. И через 5 минут мы вынимаем картофель. Почему нужно жарить именно таким вот образом? Для того, чтобы картофель снаружи был хрустящим, а внутри он был все еще мягким, как будто бы он запеченный. И давайте посмотрим на это еще раз. Итак, мы нагреваем с вами масло, закладываем в кипящее масло 180 градусов картофель. Как только он позолотился, мы делаем огонь меньше и 5 минут жарим картофель, затем вынимаем и даем излишком масла отечь. Теперь для карамелизации нам потребуется растительное масло 1/4 стакана, это около 40 грамм. Мы выливаем масло на сковороду и затем закладываем туда сахар, и много сахара, 1/3 стакана, где-то около 60 грамм, поэтому это блюдо такое, прям скажем, не диетическое в прямом смысле слова. Это первый способ, как можно закарамелизировать картофель. Мы должны не трогать эту массу и дать сахару расплавиться. Затем масса должна поменять свой цвет на коричневый и запузыриться. Тогда мы закладываем картофель, выключаем огонь и все перемешиваем. Я не использую метод с сахаром, а беру мед 3-4 столовые ложки и добавляю в то же количество растительного масла. Нагреваем всю эту массу, мы помешивая. Лучше использовать такую сковороду, которая с хорошим покрытием, ничего не прилипнет. И доводим всю эту массу до того, как она запузырится. И тогда закладываем картофель, выключаем огонь и все хорошо перемешиваем. То есть мы карамелизируем картофель, он как бы покроется такой хрустящей глазурью. Мы должны смазать тарелку, на которой будем подавать маслом или водой. Таким образом картофель не прилипнет. Также кладите картофель на расстоянии друг от друга, чтобы они еще, ко всему прочему, не только не прилипли к тарелке, но и между собой тоже бы не слиплись. И последний момент – это черные кунжутные семена, где-то около 1 столовой ложки. Мы используем их для топпинга. Поверьте мне, что это и красиво, и вкусно. И если нет черных кунжутных семян, то можете использовать белые, но обычно используют либо черные, либо вообще не посыпают этим сверху. И все, блюдо готово. В китайском варианте этого блюда его подают вместе с холодной водой, таким образом как бы достигая большего такого хруста.
И тогда картофель погружают сначала в воду, а затем его откусывают. Но, по-честному, я не заметила никакой разницы, что погружая картофель в воду, что не погружая, он все равно сверху очень хрустящий, вот с этой глазированной корочкой, а внутри мягкий, сочный, ну и, конечно же, все это очень сладко. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!